История атомохода Савена. Савена – первый в мире грузопассажирский атомоход, построенный в конце 1950-х годов в США и названный в честь парохода Савена, первого парохода, пересекшего Атлантику. Стоимость судна составила $46,9 миллионов, из которых $28,3 миллиона – стоимость реактора и топлива. Строительство финансировало правительство США с целью демонстрации потенциала использования ядерной энергетики. В 1955 году президент США Дуайт Эйзенхауэр предложил построить торговое судно с ядерной энергетической установкой как показательный образец его программы «Мирный атом». В следующем году Конгресс утвердил Савена как совместный проект Комиссии по атомной энергии, Морской администрации и Департамента торговли. Проектирование было выполнено компанией Джордж Шарп из города Нью-Йорка. Корпус судна построен на верфи компании Нью-Йорк Shipbuilding в городе Камден, Нью-Джерси. Ядерный реактор произведен компанией Babcock и Wilcox. Судно было спущено 21 июля 1959 года. Оно находилось на вооружении с 1962 по 1972 год как один из 4 когда-либо построенных грузовых кораблей с атомными двигателями. В 1964 году Савена начал турне по портам Персидского залива и восточного побережья США. Летом она впервые пересекла Атлантику, посетив Бремерхафен, Гамбург, Роттердам, Дублин и Саутгемптон. Во время этого тура корабль посетили 150 тысяч человек. Савена служил грузопассажирским лайнером до 1965 года, когда пассажирские перевозки были прекращены. К этому времени было перевезено 848 пассажиров и 4400 тонн груза. Корабль был переоборудован в грузовой с удалением 1800 тонн балласта. Пассажирские помещения были закрыты. Савена проработала 3 года и преодолела 350 тысяч морских миль, 650 тысяч километров, прежде чем вернуться в Галвестон для дозаправки. Савена был построен для демонстрации технической возможности использования ядерной силовой установки для торговых судов, поэтому не ожидалось, что само судно будет конкурентоспособным. Внешний вид судна старались сделать привлекательным, больше похожим на дорогую яхту, чем на обычный сухогруз. На судне устроено 30 пассажирских кают с кондиционерами и индивидуальными ваннами, ресторан на 100 пассажиров, салон, который может выступать в качестве кинозала, веранда, бассейн и библиотека. По многим показателям судно было успешным. Оно хорошо держалось в море, безопасность не вызывала нареканий, топливная экономичность была непревзойденной, и его сияющая белая краска никогда не была испорчена дымом из трубы. Даже погрузочное оборудование было разработано так, чтобы выглядеть привлекательно. Однако, грузоподъемность Саванны была ограничена 8500 тоннами по массе и 18 тысяч кубометров по объему. Многие из ее конкурентов могли принять на борт в несколько раз больше. Обтекаемый корпус судна делал загрузку передних трюмов трудоемкой, что становилось серьезным недостатком по мере того, как торговые порты становились все более и более автоматизированными. Экипаж был на треть больше, чем у обычных теплоходов со сравнимыми характеристиками, и проходил дополнительное обучение сверх требуемого на теплоходы. Эксплуатационные расходы включали в себя поддержку специальной береговой организации, которая согласовывала визиты такого судна в порт, а также особое оборудование на верфи для выполнения текущих ремонтов. Все эти недостатки делали коммерческий успех невозможным.
Пассажирские каюты не использовались, а грузоподъемность была недостаточной. Таким образом, идея создать демонстратор новой технологии оказалась неудачной. Несмотря на государственные субсидии, судоходные компании предпочли не иметь дела с атомоходами. В результате, в 1970 году эксплуатация судна была прекращена в целях экономии средств, а в 1971 году с него выгрузили отработанное ядерное топливо. Это решение было принято в период низких цен на нефть, однако уже в 1974 году, после энергетического кризиса, эксплуатационные расходы «Саванны» оказались не больше, чем у обычного теплохода. В 1981 году «Савена» был передан по барбоут чартеру в экспозицию музея Patriots Point Naval and Maritime Museum города Монт-Плезант, Южная Каролина. Поскольку реактор не был удален, требовались периодические проверки его безопасности. Посетители музея могли прогуляться по грузовым отсекам корабля, посмотреть на пространство реактора через обзорное окно, заглянуть в каюты экипажа и пассажирские помещения и пройтись по палубам. Руководство надеялось на интерес публики и планировало различные улучшения открытых для показа помещений. Однако «Савена» привлек гораздо меньше посетителей, чем другие выставленные суда и корабли, особенно авианосец «Йорктаун». Поэтому, когда в 1993 году очередная инспекция морской администрации обнаружила необходимость докования судна, музей решил прекратить чартер. В 1994 году «Савена» была переправлена на ремонт в Балтимор, после которого перешла в резервный флот, расположенный возле города Ньюпорт-Ньюс. Поскольку «Савена» представляет собой историческую ценность и включена в Национальный реестр исторических мест США, морская администрация выразила интерес в преобразовании судна в музей после того, как оно будет списано и дезактивировано. Морская администрация не финансировала вывод из эксплуатации и удаление ядерных систем корабля. «Савена» находилась на верфи Коулоуна С. Шипьярд в Норфолке, штат Вирджиния, начиная с 15 августа 2006 года. Эта работа стоимостью $995 тысяч включала ремонт внешней конструкции и освещения, демонтаж судовых кранов и электропроводки, ремонт поврежденных водой внутренних помещений, а также удаление плесени, грибка и покраску некоторых интерьера. 30 января 2007 года ее отбуксировали к пирсу 23, принадлежащему городу Ньюпорт-Ньюс. 8 мая 2008 года «Савена» прибыл в Балтимор на буксире. И судно остается в Балтиморе по контракту морской администрации США с компанией Wayne Brothers на морском терминале Кантона в Кантонской части Балтимора. Несмотря на долгосрочный контракт с Canton Main Terminal, НС «Савена» был отбуксирован по каналу в Филадельфию для обслуживания в сухом доке и работ перед выводом из эксплуатации в начале сентября 2019 года. Он прибыл в сухой док на военно-морской верфи в Филадельфии 10 сентября 2019 года. Работы перед выводом из эксплуатации должны включать демонтаж систем ядерной поддержки и других механических компонентов, ведущих к демонтажу реактора. Вывод из эксплуатации должен быть завершен к 2031 году. К середине февраля 2020 года корабль вернулся в Балтимор. «Савена» был внесен в Национальный реестр исторических мест 14 ноября 1982 года. 17 июля 1991 года он был признан национальным историческим памятником. «Савена» известен как один из наиболее заметных и нетронутых примеров программы «Атом для мира»
и была объявлена национальным историческим памятником до обычного 50-летнего возраста из-за ее исключительного национального значения.